Ну, вообще, в шаманизме рассматривается так, что есть 10 энергетических центров. 2 человека не принадлежат, 8 в нем находятся. Ну, то есть есть разные культуры тоже, которые об этом говорят. Вот, и есть нижний центр, верхний, который не принадлежит, и 8, которые принадлежат нам. Один здесь находится у них. Это 8 как чакры? Да, как чакры. Вот, в стопах. И это соответствует ритм змеи. Дальше идет центр выживания, копчик и ритм оленя уже. Дальше половой центр, он генерирует, распределяет энергию. Ритм черепахи. Дальше волевой центр, солнечное сплетение, ритм быка. Дальше эмоциональный центр, ритм цапли. Щитовидная железа за коммуникабельность отвечает. Ритм паука. Гипоталамус. Это кто? Это животное? как бы, часть мозга древняя. Сложно. Концентрируешься, в общем, на кончике носа. Это центр где-то там находится, внутри. Сложно назвать, как он называется, на самом деле. Я тут что-то загнул. Вот. И ему соответствует ритм медведя. Ну и третий глаз. Творчество, интуиция, ритм тигра. Вот некоторые практики начинаются с того, что налаживаются эти центры. Ну, то есть у них есть своя вибрация, свой цикл. И тогда этот цикл под воздействием каких-то мыслей не докручивается, перекручивается, и какие-то там диссонансы начинают происходить. И когда ты создаешь поток, он скидывает эту программу ненужную и возвращает ее в привычный цикл. Проходя это, человек успокаивается, а там уже как бы можно продолжать путешествие, чтобы ему ничто-то не мешало. А те 2, которые человеку не принадлежат, про них расскажи что-нибудь. Сложно сказать. Один есть ритм, ну, то есть центр орла и центр ворона. Центр ворона — это, видимо, связь с родом, связь с мертвыми, а центр орла — это вот какой-то такой божественный, который ведет, который наблюдает, благородный. Я не говорю, что есть какие-то неблагородные. Все есть в этом во всем благородство и любовь. Просто сложно о них рассуждать, когда они на таком уровне. Что-то я еще хотел сказать. Про звукоизвлечение. Ну, собственно говоря, вот нам вся Вселенная в дар, и мы по ней путешествуем, пытаемся найти созвучные нам обертона, потому что это все-таки обертоновый музыкальный инструмент. И находя, например, какое-то созвучие себе, он приятно,
начинает тебя расслаблять, и ты понимаешь, что вот этого звука, как бы, возможно, не хватало тебе сейчас. Затем начинаешь поиск дальше, и, например, группируешь его. С какими-то еще участками. И так раскрывается звук. То есть это поиск, он практически везде разный. Также это пространственный все-таки инструмент, и он создает атмосферу определенную. Его можно двигать, и вибрация начинает по-разному распространяться. То есть можно это как прием использовать тоже игры. И так вот можно формировать, так же как и, допустим, шаманы разбивают его на 3 части и формируют ритмы по этим частям.